Сейчас исекай уже плотно вошел в жизнь каждого аниме-фана. Проснулся, смотришь исекай, чистишь зубы, смотришь исекай, приходишь домой после тяжелого рабочего дня и смотришь исекай. Но так было не всегда. Буквально каких-то пару лет назад смотреть исекай было полным зашкваром. Уже тогда запустился этот конвейер похожих друг на друга тайтлов. И все мы думали, что он просто умрет. Но никто же не будет смотреть одно и то же несколько лет подряд. Правда ведь? Алло? Народ? Но исекай не только не умер, а укрепился еще сильнее. Если мы посмотрим на самое популярное аниме сезона, то добрую половину там занимают исекаи. Я бы мог рассказать вам историю о том, как получилось, что исекай стал настолько популярным, но у нас есть более насущная проблема. Мы стали фанатами исекая, и с этим нужно что-то делать. Мы все уже, знаете, прошли стадию отрицания, злости, гнева, депрессии, и нам остается только принять, что исекай теперь занимает значимую часть нашей жизни. И с этого назревает вопрос, а как с этим жить? Но прежде чем ответить на него, нам нужно разобраться, как мы вообще докатились до того, что оказались в страшном лесу доверху набитым исекаями. И все как обычно начинается с одного единого тайтла. Ты ходишь по округе в поисках хорошего аниме, и тут тебе попадается оно. Красивая обложка, хорошие комментарии, большая популярность. И в конце ты понимаешь, черт, так вот каким может быть исекай. После просмотренных врат, реинкарнаций безработного или более старого исекая, ты спускаешься в дебри, туда, куда еще не ступала нога нормального человека. Ты отправляешься на поиски хороших исекаев. Ну, в первую очередь хочу тебя поздравить. Благодаря счастливой случайности ты сможешь выжить. Я, дядька Икари, побуду для тебя исек-гидом сегодня. Поэтому внимательно слушай все, что я говорю. Впервые попав в лес исекаев, тебе стоит быть осторожным. Любое животное, которое кажется милым и хорошим, может оказаться немного не тем, что ты ожидал. Но что это я начал с негатива? Здесь есть и хорошие животные. Не просто ведь так мы возвращаемся сюда снова и снова, в надежде погрузиться в интересный мир. Прогуливаясь по прекрасному лесу исекаев, твоей главной задачей будет искать необычных животных. И не важно, кто это будет. Главное, чтобы они были необычными. К таким видам относятся, например, скитальцы или хроники маленькой девочки. Эти аниме и есть те самые неограненные алмазы. В них могут показать вещи, которых ты не увидишь ни в одном другом аниме. Это может быть что угодно. Историческая достоверность, необычный сеттинг, интересный сюжет. И эти аниме на самом деле не всегда похожи на исекаи. Но что же связывает все эти такие, на первый взгляд, разные исекаи? Мы с моей новой командой ученых разобрались в этом вопросе. И я готов с уверенностью сказать, что главное в исекаях – это проработка мира. Крутой мир – это та вещь, которая заставляет нас возвращаться туда снова и снова. И персонажи здесь на самом деле не занимают такую ключевую роль. Будем честны, персонажи в исекаях, даже самых лучших, чаще всего не очень глубоко проработаны. Сёнэн в этом плане, мне кажется, полная противоположность исекаев. Наруто, One Piece, Bleach – мы любим эти аниме в первую очередь за персонажей, а потом уже за интересный мир. Не просто ведь так мы смотрим все эти сотни серий. Еще одна вещь, которая есть в каждом хорошем исекае, это интересный сюжет. Он всегда очень хорошо проработан, и именно этим такие аниме больше напоминают другие жанры, а не типичный исекай. Те же врата. Интересный проработанный мир, прямые порталы между мирами. Из-за их проработанного сюжета можно спутать с обычным фэнтези. Но этот лес не назывался бы страшным лесом исекаев, если бы здесь все было так радужно. Пока вы будете ходить в поисках необычных животных, вы то и дело будете встречать разных зверей. И чаще всего вам будут попадаться волки. Так давайте поймаем одного из них. Так что это у нас тут? Простолюдин Раивай только что поступил в самую престижную академию магии, где его с порога начали булить за то, что он простолюдин. Но никто не знает, что на самом деле он великий волшебник ледяного клинка и просто скрывает свою силу. В общем, это классический исекай, который вы можете встретить где угодно, но на самом деле его ранг опасности S. Поэтому будьте осторожны, если вы встретите волков на своем пути, единственный вариант – это бежать как можно дальше. Главное смертельное оружие таких исекаев – это шаблонность. Если вы посмотрели хотя бы парочку таких тайтлов, можно сказать, что вы уже преисполнились. Но проблема в том, что они передвигаются группами, заманивая свою жертву. И для этого у каждого тайтла есть своя маленькая фишка. Главный герой превращается в мудреца, убийцу, в меч. Они могут придумать что угодно, лишь бы заманить свою жертву. Вы ослабляете свою бдительность, подходите к нему в надежде посмотреть среднячковый тайтл, а это самая настоящая ловушка. Как только вы подойдете ближе, толпа таких же исекаев набросится на вас, как голодные волки. И повторюсь, сражаться с ними нет смысла. Лучше убегать, как только ты их увидишь. Но куда убегать? Вокруг куча голодных волков, которые пытаются тебя убить. И, к счастью, в этом лесу есть парочка безопасных мест. И это костры. Каждый из нас время от времени возвращается к любимым тайтлам и пересматривает их раз за разом. Для кого-то это САО, для кого-то Re:Zero, а для кого-то это старая добрая Коносуба. И такие тайтлы заслуживают этого отношения.
В них, знаете, нет такого разочарования после просмотра, когда ты понимаешь, что в твоих воспоминаниях оно было намного лучше. Поэтому даже после 5-го просмотра ты смотришь это аниме как впервые. Но опасность у этого костра исекаев все же есть, так как есть шанс стать титаном. Возможно, через пару лет просмотра исекаев вы будете с банкой пива сидеть на стриме и грустить в бесконечном лете. Так, у нас нет времени прохлаждаться. Пора продолжить изучать этот чудный лес. Путешествуя среди высоких деревьев, вы можете встретить и совсем новые виды волков, такие как волки-отшельники. Это вроде бы те же самые плохие аниме, но они высмеивают себе подобных. Яркие представители этого вида – перерождение дяди и восхождение в тени. Но чтобы стать волком-отшельником, недостаточно просто высмеивать исекай. Они должны показать как минимум средний уровень проработки мира и персонажей. Если уж аниме и высмеивает что-то, оно должно показывать альтернативу, что можно сделать лучше. Я говорю это потому, что у меня есть предчувствие, что скоро появится много аниме, высмеивающих исекай. После недавнего успеха восхождения в тени, я уверен, многие студии захотят оторвать этот лакомый кусочек аудитории. Поэтому держите в ухо востро. Опасность у таких аниме по-прежнему высокая. Б. Так как их бывает очень сложно отличить от обычных волков. Про эти аниме вы узнаете либо от друзей, кто успел с ними увидеться, либо узнаете сами, когда ждали встретить обычный хреновый исекай. Более точной информации об этом виде пока что нет, но мы обязательно дополним его. Следующий вид вы точно уже видели. Иногда он выбирается за пределы леса и может попасть даже в город, прямиком к домашним животным. Поэтому люди, которые не бывали в лесу исекаев, все равно могли их увидеть. Это те самые птицы, которые летают высоко в небе. Когда-то они были обычными волками, бегали со своей стаей, но они уже не могут никого поймать. И на это есть разные причины. Кто-то попадает сюда от старости, как мир со смартфоном. Кто-то при выходе в свет так обосрался, что все об этом узнали, как, например, Арифурета. Эти птицы уже настолько отчаялись, что не нападают на людей вообще. Поэтому опасность у таких животных минимальная. Вы можете, конечно, подойти к ним и покормить их, но зачем, если им осталось жить и так недолго? Да и на самом деле, можете еще подхватить чего-нибудь. Короче, лучше займитесь поиском новых интересных видов. Лес исекаев таит в себе еще огромное количество животных, которых мы еще пока не нашли. Животных, которые подарят нам по-настоящему хорошие эмоции и покажут, что исекай не так плохо, как о нем говорят. Поделиться информацией об остальных видах я предлагаю вам, путники. Если вы встречали еще какие-то виды исекай животных, о которых я не упомянул, обязательно расскажите о них в комментариях. В этом лесу выжить не только новичку, а и бывалым путникам, так что мы должны помогать друг другу. Если вы хотите первыми смотреть мои видео на сутки раньше и получить доступ к эксклюзивному контенту, поддержите меня на бусте. На этой прекрасной ноте я хочу закончить это видео, а вас попрошу только влепить ваш большой лайк и подписаться на канал, если вы не хотите пропустить новые видео. С вами был Икари, всем удачи и пока.